Doom 2016 года – это тот случай, когда ты вроде бы уже все знаешь про игру, но каждый раз, включая ее, все равно получаешь удовольствие из огненного ада. Недавно я снова перепрошел этот шедевр, и знаете что? Да, прошло почти 9 лет. Но мне по-прежнему срывает башню от этого безумного драйва, тяжелого металла и адреналина прямо как в первый раз. Этот перезапуск не просто дань уважения классике, это переосмысление, смелое, уверенное и дерзкое. Оно напоминает всем нам, за что мы когда-то полюбили шутеры. За скорость, динамику, за музыку и за чувство власти над хаосом. И каждый раз, возвращаясь в этот ритмичный, яростный танец с демонами, я понимаю, Doom 2016 года все еще один из лучших примеров того, каким может быть идеальный перезапуск серии. Поэтому давайте же мы разберемся, как играется Doom 16 года и почему он так сильно затягивает с ног до головы. Путь Дума к релизу – это не история триумфального возвращения, а скорее путь через провал, разочарование и почти полную потерю направления. Все началось еще в 2008 году, когда id Software официально анонсировала разработку 4-го Дума. Тогда о проекте почти ничего не рассказывали, только обещание большого шага вперед для франшизы и высокобюджетного кинематографичного боевика. Проблема была в том, что именно этим он и оказался. Doom 4 в своей первоначальной версии был ближе к Call of Duty с демонами, чем к классическому Doom. Закрытые демо показывали игру в полуразрушенном городе, с укрытиями, скриптовыми сценами и мрачной подачей, вдохновленной скорее Gears of War, чем олдскульной скоростью и агрессией Doom. Многие внутри студии говорили, что у игры не было ни характера, ни души. А в одном из интервью разработчики позже признались, игра была настолько стандартной, насколько это возможно. И к 2011 году ситуация усугубилась. Rage, предыдущая игра id, получила сдержанные отзывы и не стала коммерчески успешной. Компания испытывала трудности с переходом на новые технологии, а внутри команды нарастала творческая неуверенность. К тому моменту 4-й Doom уже несколько лет находился в производстве, но проект был в тупике. ZeniMax, материнская компания Bethesda, поставила ультиматум. Либо игра радикально меняется, либо проект закрывается навсегда. И в 2013 году id Software приняла, пожалуй, самое важное решение за всю свою историю. Перезапустить Doom 4 с нуля, сменив концепцию, команду и саму философию игры. Вместо мрачной, драматической истории и постановочных сцен было решено вернуться к истокам, к тому, что сделало оригинальный Doom великим. Скорость, агрессия, свобода и геймплей без тормозов и пафоса. Вдохновением стали не современные AAA-шутеры, а классика, первый и второй Doom, а также аркадный дизайн и принципы олдскульного геймдева. При этом использовались современные технологии, и Tech 6 обеспечивал плавность, быструю загрузку и стабильные 60 кадров в секунду, что стало ключевой частью ощущения от игры. Ключевая команда тоже изменилась. В проект влился гейм-директор Марти Стрэттон и дизайнер геймплея Хьюго Мартин, ранее работавший над анимацией и визуальной подачей в кино. Он придал игре стилическую цельность и мощную визуальную идентичность. Именно он позже станет лицом Doom Eternal, но уже в Doom 2016 года чувствуется его влияние. В темпе, в архитектуре арены и в самой структуре боев. Важно отметить, что игра создавалась в атмосфере огромного давления. Doom — это культовая серия, и возродить ее неправильно было бы преступлением. Многие даже не верили, что это возможно. Но когда в 2016 году на E3 показали геймплей, публика была ошарашена. Грубый, скоростной, зрелищный Doom, каким он и должен был быть. А когда игра вышла, скепсис исчез. Настоящий Doom вернулся. Не просто как франшиза, а как идеология.
Doom 16 года кардинально переосмыслил то, как должен ощущаться шутер от первого лица в современном виде. Это был не просто шаг назад к классике, это был прыжок вперед, сделанный с опорой на старую школу. Здесь нет укрытий, нет автолечения и нет пауз. Только ты, демоны, дробовик и жажда двигаться только вперед. Игра не просто поощряет агрессию. Это она заставляет тебя играть агрессивно. Она делает из тебя хищника. Отказ от привычной регенерации здоровья – это сознательное решение. Хочешь выжить – убей, сделай добивание и получи аптечки. Нужны патроны, тогда стань бензопилу и пили врагов. Это геймплейная экосистема, где все построено на постоянной атаке. Ты всегда должен работать первым номером. Вообще в игре появилось немало новых нововведений, например, глори-киллы. Кто-то сначала отнесся к ним скептически, мол, они замедляют темп и делают бой менее динамичным. Но в итоге именно они стали гениальным решением. Мгновенное добивание, усиленное визуально и звуково, дает ресурсы, позволяет взять паузу и перейти к следующей цели. Это не QTE, а часть боевой системы. И ты всегда сам выбираешь, когда и как применить ее. Через пару часов это становится естественным, как перезарядка оружия. Кстати, оружие в Doom – это еще один урок современным шутерам. Ни одного скучного ствола с ненужной перезарядкой. Каждый ствол – это характер, звук, эффект и две модификации, каждая из которых меняет поведение оружия. Каждый элемент сбалансирован для боев на аренах, где каждая ошибка от игрока может стать последней. Отдельного внимания заслуживают аренные схватки. Doom буквально построен как серия боевых песочниц. Каждая арена – это не коридор и не комната. Это вертикальное пространство с прыжками, порталами, бонусами и пространством для маневра. Демоны появляются волнами, комбинируются по типам, и тебе нужно быстро менять приоритеты. Кого убить первым? Как не загнать себя в угол? Где найти патроны и аптечки? Это настоящая боевая головоломка на скорости 200 км в час. Игра проверяет не реакцию, а твое умение контролировать хаос. Сложность растет плавно, и уже на середине прохождения ты интуитивно учишься играть, как задумывали разработчики. Бегать, прыгать, переключать оружие в воздухе и не останавливаться ни на секунду. Что важно, игра отлично ощущается даже в 2025 году. Нет ощущения устаревшей механики. Все работает так, как должно. Даже сегодня Doom 16 года – один из немногих шутеров, в котором действительно кайфуешь от самого процесса убийства врага. Он совсем не устарел, он просто сразу был сделан правильно. На первый взгляд может показаться, что Doom вообще не нуждается в сюжете. Мол, зачем он, если есть демоны, дробовик и мясо? Но чем дальше ты продвигаешься, тем отчетливее понимаешь, что история здесь просто необходима. Она сделана с умом, уважением к серии и современным подходом к нарративу. Doom 16 года не ставит сюжет на передний план, но его больше, чем в оригинале. Он скорее вшит в окружение, документы, архитектуру и аудиологи. В игре почти нет прямых катсцен. И если они есть, то исключительно короткие и к месту. Но при этом у мира есть лор, история и даже интересные персонажи, которые раскрываются не через длинные диалоги, а через поведение, локации и атмосферу. Ты начинаешь с минимальными знаниями о происходящем. И по старинке тебя просто выбрасывают в адский хаос, где все уже пошло к чертям. Но постепенно, собирая данные, ты узнаешь о корпорации UAC. О том, как и зачем она вообще начала играться с порталами в ад, кто стоит за этим. И каковы были истинные мотивы. Это все подается порционно, в нужный момент, не отвлекая от основного действия. А вот один из самых интересных приемов – это то, как сам главный герой относится ко всему происходящему.
Без слов, но с максимальной ясностью. Он не мессия, не герой на пьедестале, а инструмент ярости и мести. Его безразличие к сюжетным персонажам и наукообразному бреду вокруг – это не просто стиль, это часть нарратива, отражающая конфликт между человеческой жадностью и абсолютной разрушительной силой. При этом в Думе 2016 года есть и настоящая мифология. Здесь удивительно много внимания уделено предыстории, древним цивилизациям и прошлым событиям, которые вплетаются в канон серии. Игра создает ощущение, что ты не просто в научно-фантастическом мире, а в чем-то большем, в чем-то, что живет уже тысячи лет. И твоя роль в этой истории не случайность, а продолжение древней войны. Конечно, в сравнении с сюжетно ориентированными шутерами Doom остается минималистичным. Тут нет сложных моральных выборов, диалогов и драматичных развязок. Но в рамках своей философии это почти идеальный способ подачи истории. Лаконично, атмосферно, кинематографично, но ненавязчиво. И что главное, спустя почти 10 лет эта история все еще ощущается свежо, потому что она не строилась на клише, не перегружалась лишним, а работала на то, чтобы усилить атмосферу и дать тебе цель. И в этом плане Doom 2016 года даже по-своему элегантнен. Doom — это не просто динамичный шутер, это машина, в которую залили бензин из крови, металла и технологического безумия. Атмосфера здесь не просто фон, это полноценный участник происходящего. Она давит, нагнетает, выталкивает тебя в бой и не отпускает до самого конца. Первое, что бросается в глаза, это визуальный стиль. Он идеально балансирует между индустриальной научной фантастикой и демоническим безумием. Базы корпорации UAC на Марсе – это технологичные, почти стерильные пространства, залитые холодным светом и светодиодами. Но стоит сделать шаг в сторону, и ты уже в кишащем органикой тоннеле, где техника переплелась с плотью. Этот визуальный контраст постоянно работает на эффект тревоги. Кажется, ты все еще на научной станции, но уже буквально в аду. Игра прекрасно передает ощущение изоляции и обреченности. Персонажи, с которыми ты пересекаешься, не могут тебе помочь. Они либо исчезают, либо сами стали частью проблемы. Ты один. И игра это подчеркивает, не давая тебе спутников, союзников или даже простого напарника по рации. Только ты и война с демонами. Это осознанный минимализм, который делает атмосферу еще более давящей. Работа со звуком это подчеркивает. Рев монстров, металлический лязг, вибрации воздуха от выстрелов гаусс-пушки. Все это не просто детали, а элементы атмосферы, делающие ее осязаемой. Даже в тишине ты чувствуешь, что что-то не так, что враг рядом. Это не хоррор в классическом смысле, но ощущение дискомфорта и напряжения тут присутствуют постоянно. А саундтрек от Мика Гордона тоже вписался очень гармонично. Это агрессивный, зубодробительный индастриал метал, в котором каждая нота как выстрел в грудь. Он точно дозирован, не звучит постоянно, а включается именно в те моменты, когда нужно разогнать сердце до предела. И вот ты уже под ритм дропа вылетаешь в толпу демонов как в транс. Это не просто музыка, это боевая сирена, зовущая тебя вперед. Отдельно стоит отметить, насколько Doom 16 года сохранил дух оригинала, при этом не копируя его напрямую. Визуально это совершенно новая игра, но по настроению, по ощущениям от мира, от противников, от музыки. Это все тот же адский танец смерти, который мы видели в первом и втором Думах. Только теперь в 4К, 60 FPS, с партиклами, физикой, разлетающимися кишками и плавным прицеливанием. Doom 2016 года выпуска – это не просто возвращение классики. Это ее переосмысление, переработка и триумфальное возрождение в жанре, который сам же когда-то помог создать. Эта игра доказала,
что даже спустя десятилетия можно вернуть культовую франшизу на пьедестал, если подойти к делу с уважением, дерзостью и талантом. Разработка была сложной, с потерями и переосмыслением концепций, но в результате мы получили игру, которая стала хитом. Геймплей агрессивный, плотный и честный. Он не про укрытие и автолечение, он про ритм, скорость и постоянное движение. Сюжет не навязчив, но дает нужный эмоциональный контекст. А атмосфера – один из главных героев, который превращает каждый бой в адреналиновую симфонию. И даже в 2025 году Doom 16 года не ощущается устаревшим. Он по-прежнему выглядит достойно, звучит мощно и играется так, как многим проектам до сих пор только снится. Это та редкая игра, к которой хочется возвращаться не из ностальгии, а потому что она по-настоящему хороша. Это манифест ярости и силы, напоминание о том, каким должен быть настоящий шутер. И пускай спустя годы вышел Eternal, и скоро нас ждет Doom The Dark Ages, Doom 2016 года уже навсегда останется в истории как игра, которая вернула легенду в строй. А на этом наш обзор подходит к своему логическому завершению. Напишите в комментариях, как вам Doom 2016 года и какие эмоции вы испытали от этого безумного кровавого карнавала. Ставьте лайк, если вам понравился обзор, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые разборы культовых игр и свежие игровые события. Всем хорошего настроения и до скорых встреч, геймеры, на канале Reviews Video Games.